итог первый. Сказка о Иване, молодом сержанте, удалой голове, без роду, без племени, спроста без прозвища. Писатель использует в ней язык и стиль народного повествования, сохраняя в нем народную рассудительность, наблюдательность, бравурное балагурство рассказчиков и бесстрашных смышленых героев. Даль обнаруживает глубокое знание сказочной природы, но в то же время создает свое, совершенно оригинальное произведение, которое нельзя назвать ни пересказом какого-либо известного сюжета, ни обработкой его. Заглавие сказки служит сразу и характеристикой главного героя, Ивана, молодого сержанта, что указывает на достаточную определенность места и времени действия сказки, в отличие от фольклорной, где они совершенно не конкретны. Определение «молодой сержант» указывает на то, что герой служивый, то есть военный человек, русский солдат, вернее, представитель младшего командного состава в российской армии. Звание это, равное упоминавшейся в сказке чин капрала, свидетельствует, что время действия XVIII век. Не раньше 1716 года, когда Петр I, создавая армию европейского образца, ввел звание капрала и сержанта, и не позже 1798 года, когда при Павле I они уже были отменены. Обозначение без рода, без племени, спроста, без прозвища определяет героя не только как представителя простонародья, но и сразу обнаруживает в нем сознательно усиленный автором уровень художественного обобщения. Его герой один из множества безымянных русских людей, верой и правдой служивших своему Отечеству и не дождавшихся от его правителей благодарности и уважения к себе за заслуги, и мечтающих восстановить справедливость. В жанровом отношении сказка о Иване тоже свидетельствует о способности автора свободно ориентироваться в разновидностях русской сказки и в то же время придать ей совершенно новый вид. Сказка далее имеет признаки и волшебной, и бытовой сказки. Как и в волшебной сказке, здесь развиты мотивы трудных задач и зависти. Герой подвергается несчастьям, которые чинят ему из зависти царь и его окружение. Они измышляют для него всяческие испытания, которые он не может пройти и потому должен быть казнен. Даль вводит мотив и образ мудрой жены, прекрасной девицы Катерины, благодаря которой Иван преодолевает без напряжения первые два. Чудесные помощники подсчитывают за одну ночь количество зерен в 3 царских амбарах и прорывают судоходный канал к столице. Непростое счастье Ивана не дает покоя советникам царским. Они требуют от царя, чтобы он отправил Ивана за сутки добыть волшебные гусли-самогуды. «Ой ты гой еси, добрый молодец Иван, молодой сержант, без рода, без племени, собирайся служить ты службу тяжкую, иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего, за горой лес, а за лесом гора, а за тою горою опять гора. Придешь ты в 30-е государство, в заповедную рощу, в роще стоит терем золоченый, в тереме золоченом живет Катыш-нахал, невидимка. У него возьмешь гусли-самогуды. Гусли эти принеси царю, царевичам и царедворцам, на них играть, потешаться, музыкой заборской забавляться. И чтобы все это было сделано в одни сутки, исполнишь хорошо, а нет, так 3-й и последний тебе срок. Шапки с головы схватить не успеешь, как она тебе и с головой в ноги покатится. И вот это 3-е задание уже суждено выполнить самому Ивану. Молодая жена дает ему на память лишь свой платочек итальянский. Слезы утереть, если уж совсем не вмоготу будет. В эпизоде добывания гуслей-самогудов Даль с поразительным мастерством воссоздает сказочное время как качественно иное, показывая его условность, растяжимость, сопоставляя с тоже художественным, но действующим в реально существующем мире. Иван отправляется в такой трудный дальний путь, что, как сказано у Даля, потерял он счет дням и ночам. А когда он находит терем Катыша, и тот берется изготовить для него гусли-самогуды, то автор вновь использует прием троичности, как бы помещая одну волшебную сказку в другую. И в этой сказке течет свое время. Теперь, по требованию Катыша, Иван должен светить ему лучины 3 дня и 3 ночи, не засыпая.
Каждый раз Иван борется со сном, но на полусуток больше предыдущего срока, но не может совладать с собой и засыпает. В третий раз он просыпается от окрика Катыша. А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: виноват. К пиву едется, а к слову молвится. Авось небось да как-нибудь, а если на беду концы с концами не сойдутся, виноват. Из этой сказочной ситуации Даль делает неутешительный, но очень точный вывод о покорности русского народа, всегда чувствующего свою вину перед теми, от кого он зависит. В повествовании вводится авторское отступление с горестным выводом: вот что нашего брата на русской земле и губит. Вот за что нашего брата и бьют. Да видно, все еще мало, не имется. Но несмотря на авторское замечание социально-психологического порядка, сказка идет своим чередом, и сказочное время тоже. Миновала как минимум неделя. Признавший итальянский платочек своей дочери Катерины, Катыш отдает гусли Самогуда Ивану, и тот отправляется в обратный путь. И этот путь тоже долг. В сказке сказано, что шел он оттуда високосный год без недели со днем. Но здесь Иван попадает в третью сказку, где на пути у него появляется избушка-домоседка, которая распустила крылья, как курочка-наседка, а в ней стукотня, лукошка, кузовок, корзин да коробок вместо цыплят вокруг похаживают. Место традиционной бабы-яги занимает у Даля придуманный им же самим персонаж вещуна-чародея, неведомо для Ивана, состоящего на службе у жены его Катерины. Там он провел еще сутки, и только потом, с чудесно обретенной палицей, встающей на защиту обиженных, он возвращается в свою страну. Но оказывается, он успевает к условленному сроку, потому что там прошли всего сутки. Так удивительно подвижно художественное сказочное время у Даля, что усиливает эффект чудесности, волшебности, невероятности происходящего в произведении. Элементы бытовой сказки обнажаются у Даля в эпизодах, повествующих про царя Додона, золотого кошеля, про 12 князей его, про конюшек, стольников, блюдолизов придворных, среди которых особенно яростно враждует с Иваном великое множество подвластных царю князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же, и сверх того правдолюбивые, сердобольные министры: фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чехирь, пяташная голова. Соревнуются они друг с другом, чтобы придумать Ивану очередное наказание, потому что они из сил выбиваются, чтобы доказать царю, что они несут трудную и опасную службу. Мы не в похвальбу сказано, не в укор помянуто. Мы, кажется, для тебя большего стоим. Собираем с крестьян подати, оброки хорошие, живем не по холопье, хлебом солью, пивом медом угощаем и чествуем всякого. Носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского. Сатирическая смелость Даля состоит в умении создать гротескные, но узнаваемые образы и отдельных вельмож и всего, как сказано, просвещенного века. А царедворцы его, кто взят из грязи, да посажен на князи, кто и велик телом, да мал делом, а которые посмышленнее, так все плуты наголо. Кто кого сможет, тот того и гложет. Ну, словом, живут, только хлеб жуют, едят, небо коптят. Вопиющая несправедливость, которая царит в самодержавном государстве, сказки Даля, состоит в том, что за все Ивановы труды царь Додон пожаловал им теперь по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту на спину. Бытовая природа сказки о Иване особенно ярко обнаруживается в портрете губернатора графа Чехиря Пяташной головы, главного ненавистника Ивана. Переполох, вызванный Пушкиными кораблей, заходящих в выстроенный за ночь канал вокруг города, перепугал царедворцев, а пуще всех Чехиря.
С рассветом дня царь, министры его, вельможи, царедворцы, думные и конюши, и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чихирь Пяташная Голова в легком ночном уборе, в валентиновом халате, с парламентером на шее, походя с ног на горного шотландца, выскочил из терема своего в 3 авантажа на балахон и старался усмотреть в подозрительную трубу подступающего неприятеля. В сочном и метком языке сказки проявляется авторская позиция, которая выражается в подтверждении правды истины, который всегда оказывается на стороне народа, в сочувствии ему, в уважении к нему, его точки зрения на мир. Поэтому в присказке Даль сразу заявляет, что его сказочник в лаптях, по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые, только по сказкам одним и знает. Поэтому с помощью словаря самого Даля становится очевидно, что имена героев пришли из самых недр народного сознания. Характеристики царя и его приближенных воплощаются в них, как выясняется, говорящих именах. Дадон значит неуклюжий, нескладный, несуразный человек. Чихирь – беспутный пьяница, шатун и дармоед. Пяташная голова буквально умом ценою в пятак, глупая, шальная голова. Так на Руси называли недалекого тупого человека. Подчеркнутая связь с народным языком обнаруживается и в саркастическом портрете графа Чихиря, где Даль вводит элементы народной этимологии, называя подзорную трубу подозрительной, или заменяет новое в народной среде слово более известным простолюдинам. Вместо балкон – балахон, вместо этаж – авантаж. Или просто играет словами, создавая намеренную путаницу, называя халат из ткани левантин валентиновым. Как это часто бывает в народной среде, где переиначивают неизвестные слова и понятия на свой лад. Ну а Катыш-нахал – это, оказывается, леший. Самобытность стиля Даля проявляется здесь в сознательном создании словесного узоричия из серии пословиц и поговорок. Гирляндами они расцвечивают, обрамляют каждый эпизод сказочного повествования, служат выводами из тех ситуаций и обстоятельств, в которых оказывается герой. Например, в наставлениях невесты Ивана Катерина о малодушии его желания бежать с государевой службы в изобилии звучат русские пословицы и присловия. Не всем в изобилии в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге реке разгуливать. Кто служит, тот и тужит. Ложку меду, бочку дегтю не съешь горького, не поешь и сладкого. Не смазав дегтем, не поедешь и по брагу. Мало славы служить из одной корысти. Нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому по договорам, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести. Таким образом, в присказке определена позиция автора произведения. Кто сказку мою послушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается. Здесь раскрывается мировоззрение сказочника в лаптях, и это достигается Далем благодаря тому, что он использует все богатство русского народного языка. Не случайно сам Даль так пояснял цели своего сказочного творчества. Не сказки были для меня важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода. И сказка послужила предлогом.